Еда– это не просто способ насытиться. Это культура, традиции и иногда даже настоящее испытание для смельчаков. В разных уголках мира блюда могут быть шедевром кулинарного искусства или чем-то, от чего у неподготовленного человека пробежит мороз по коже. Готов ли ты к гастрономическому путешествию, в котором классика будет сменяться шоком, а аппетит– легким ужасом? Ты попробовал бы сыр, в котором живут личинки? А как насчет утки, которую подают с корочкой, хрустящей как стекло? Или, может, тебе по душе суп, приготовленный из летучей мыши? Мы отправляемся в путешествие по 10 уголкам мира, чтобы исследовать, чем питаются люди, как они создают шедевры и что из этого ты точно не захочешь пробовать. Готов? Тогда отправляемся в Европу. Место, где гурманы сходят с ума по деликатесам, а некоторые блюда вызывают больше вопросов, чем ответов. Сыр с личинками. Италия славится своей кухней. Паста, пицца, лазанья, вино. Но среди этих изысканных угощений есть один сыр, который заставляет людей либо в восторге облизываться, либо с ужасом отворачиваться. Кассу марзу– сыр, в котором живут и двигаются личинки. Да, ты не ослышался. Этот деликатес производится на острове Сардиния и запрещен к продаже в Европе. Причина? Те самые личинки. Они разлагают сыр, превращая его в мягкую, почти жидкую массу с сильным ароматом брожения. Многие итальянцы едят его именно с живыми личинками, потому что считается, что если они погибли, сыр испорчен. Вкусовые ощущения терпкие, острые, с мощным ферментированным послевкусием. Но самое интересное, если личинки чувствуют опасность, они могут прыгать на несколько дюймов вверх. Именно поэтому традиционно этот сыр едят, надевая защитные очки. Но если тебе кажется, что Италия– это только шокирующая еда, то следующая глава докажет, что у этой страны есть и блюда, которыми наслаждаются миллионы людей. Сегодня пицца– одно из самых популярных блюд на планете, мы знаем ее в разных вариациях. Тонкое тесто, пышное тесто с ананасами, без ананасов. Но ее история началась вовсе не с элитных ресторанов. В Неаполе в 18 веке пицца была едой для бедняков. Это был просто дешевый хрустящий хлеб с томатным соусом. Потом появились добавки, базилик, сыр, оливковое масло. Но настоящий прорыв случился, когда королева Маргарита попробовала простую пиццу и назвала ее своей любимой. Так появилась легендарная пицца Маргарита, цвет которой символизирует итальянский флаг. Красный– томатный соус, белый– моцарелла, зеленый– базилик. Сегодня пицца варьируется от классической неаполитанской до американской версии с толстым тестом. Но даже среди привычных вариантов можно найти что-то шокирующее. Например, пиццу с осьминогами или даже с золотыми хлопьями. Однако, если тебе кажется, что это странно, подожди, пока мы не отправимся в Исландию, где местное национальное блюдо пахнет так, что его можно почувствовать за квартал. Гнилое акулье мясо. Если ты думаешь, что самая необычная еда в Европе– это сыр с плесенью или кровяная колбаса, то ты явно не знаком с хаккарлом, гнилым акульим мясом, которое считается национальным блюдом Исландии. Мясо гренландской акулы ядовито в свежем виде из-за высокого содержания мочевины и триметиламина. Но исландцы нашли способ сделать его съедобным, просто оставляют его гнить. В течение нескольких недель мясо зарывают в землю, чтобы оно начало разлагаться, а затем вялят на свежем воздухе еще несколько месяцев. Запах? Представь смесь аммиака, тухлой рыбы и слегка броженого сыра. Вкус – нечто среднее между крепким сыром с плесенью и испорченной рыбой. Однако это блюдо считается гордостью страны, и его обязательно пробуют туристы, правда, чаще всего один раз в жизни. Но не вся Европа строится на экстремальной еде. Иногда традиции – это про что-то более приятное и ароматное. Следующее блюдо с легкостью можно назвать самой популярной выпечкой в мире. Выпечка, покорившая мир. Когда говорят о французском завтраке, первое, что приходит на ум, это круассан, воздушное, слоеное, ароматное чудо, которое идеально сочетается с кофе. Но знаешь ли ты, что этот символ Франции на самом деле пришел из Австрии? История круассана начинается в 17 веке, когда после победы над Османской империей австрийские пекари создали булочку в форме полумесяца, символа ислама. Позже рецепт попал во Францию, где был усовершенствован, тесто стало слоеным, добавился сливочный вкус. Настоящий французский круассан не содержит сахара. Его сладость исходит от сливочного масла, заложенного в тесто. Классический вариант без начинки, но сегодня существуют сотни вариаций с шоколадом, с миндалеем, с сыром. Франция – страна, где традиции играют огромную роль. Но далеко не везде в мире едят только привычные блюда. Мы отправляемся в Азию, где нас ждет одно из самых шокирующих блюд на планете – яйцо, внутри которого уже сформировался зародыш утки.
Представь, что ты берешь обычное куриное яйцо, но внутри него уже не просто жидкий желток и белок, а почти сформировавшийся птенец. Именно так выглядит балют, одно из самых экзотических блюд Филиппин, которое также популярно во Вьетнаме и Камбодже. Процесс его приготовления предельно прост. Яйцо у птицы инкубируют от 14 до 20 дней, затем его просто варят, как обычное яйцо, и подают с солью и уксусом. Открывая скорлупу, ты видишь нечто, что напоминает научный эксперимент. Маленькие крылышки, клюв, даже перья. И все это уже пропиталось мясистым вкусом. Местные едят балют как закуску, запивая его пивом. Говорят, что он богат белком и считается отличным афродизиаком. Однако для многих туристов этот деликатес – настоящее испытание. Тебе бы хватило смелости его попробовать. Но не вся азиатская кухня такая экстремальная. Есть блюда, которые восхищают своей утонченностью. Например, блюдо, которое стало мировым символом японской кухни. Искусство вкуса в минимализме. Сегодня суши можно найти в любом уголке планеты, от дорогих ресторанов до супермаркетов. Но в Японии это не просто еда, это искусство. История суши началась более 1000 лет назад, когда японцы начали консервировать рыбу в рисе, чтобы она дольше сохранялась. Позже этот метод трансформировался в формат, который мы знаем сегодня. Настоящие суши — это не просто кусок рыбы на рисе, а сложная наука, идеальная температура, баланс кислотности, правильная нарезка. Главное правило — максимальная свежесть. В элитных ресторанах рыбу могут подавать буквально через минуту после того, как она была разделана. Некоторые виды суши, такие как фугу, готовят только лицензированные повара, ведь если допустить ошибку, можно получить смертельную дозу яда. Но если ты думаешь, что суши — это самая необычная японская гастрономическая диковинка, то готовься, следующее блюдо выходит далеко за пределы обычных представлений о еде. Кофе из экскрементов. Какой самый дорогой кофе в мире? Это не элитная тарабика из Колумбии и не кофе с редких плантаций Африки. Это кофе лувак, кофе, который прошел через желудок зверька. В Индонезии обитают небольшие млекопитающие, цветы, которые питаются только самыми спелыми ягодами кофе. Однако они переваривают лишь мякоть, а зерна проходят через их организм, ферментируясь в процессе пищеварения. Затем люди собирают эти зерна, очищают, обжаривают и делают из них один из самых дорогих и мягких по вкусу сортов кофе. Чашка кофе лувака может стоить десятки долларов, а мешок таких зерен продается за сотни долларов. Говорят, что этот кофе обладает карамельно-шоколадным вкусом без горечи. Но знание о том, через что он прошел, явно добавляет экзотики. В Азии умеют удивлять, от необычного кофе до блюд, которые когда-то были доступны только императорам. Например, знаменитая пекинская утка, о которой пойдет речь дальше. Королевский деликатес Китая. Китайская кухня невероятно разнообразна, но одно блюдо выделяется среди всех – это пекинская утка. Это блюдо готовят особым образом. Утку натирают медом и специями, затем подвешивают и несколько часов запекают так, чтобы кожа становилась хрустящей, а мясо оставалось сочным. В ресторанах утку подают в 3 этапа – сначала кожицу, затем мясо, а после суп, сваренный на костях. Рецепт этого блюда насчитывает более 700 лет. В древности пекинскую утку готовили только для китайских императоров, и до сих пор существуют рестораны, которые гордятся рецептами, передаваемыми из поколения в поколение. Но если утка — это привычный для нас деликатес, то следующее блюдо — абсолютный гастрономический вызов. Ты готов к кальмару, который начинает двигаться прямо на тарелке? Живой ужин. Когда ты заказываешь морепродукты, ты ожидаешь свежести. Но насколько свежими они должны быть? В Японии есть блюдо, которое может шокировать даже самых смелых — танцующий кальмар. Суть проста. На стол подают очищенного кальмара, которому отрезали голову. Когда на него наливают соевый соус, его щупальца начинают двигаться. Это не магия, просто нервные окончания реагируют на соль. Некоторые японские рестораны даже подают осьминогов, которые еще двигаются, а посетителям нужно тщательно их пережевывать, чтобы избежать удушья. Это один из самых экстремальных гастрономических опытов, но для японцев обычное дело. После Азии нас ждет Америка, где насекомые могут стать частью ужина, а любимый фастфуд может иметь неожиданные вариации. Готов к еще более удивительным блюдам. Гигантские морские блохи. Мексиканская кухня славится своим разнообразием, от пряных тако до освежающего гуакамоле. Но есть одно блюдо, которое может поставить в тупик даже самого опытного гурмана – исаподы, или, проще говоря, гигантские морские блохи. Эти создания выглядят как огромные мокрицы, с панцирем, коготками и жутковатыми глазами. Они обитают в глубоководных зонах у побережья Мексики, и хотя внешне они напоминают монстров из фильмов ужасов, местные рыбаки считают их настоящим деликатесом. Морских блох варят, жарят или запекают на гриле, а на вкус они напоминают что-то среднее между крабом и креветкой, но с более плотной текстурой.
Некоторые гурманы даже считают, что их мясо превосходит лобстеров. Но не все блюда Мексики столь экстремальны. Одно из них, наоборот, стало самым популярным уличным блюдом в мире. Национальная гордость Мексики. Если есть блюдо, которое можно назвать символом мексиканской кухни, то это тако. Простая основа — тонкая тортилья из кукурузной или пшеничной муки, в которую заворачиваются самые разные начинки. От пряного мяса до овощей и сыра. В Мексике это не просто еда, это стиль жизни. История тако насчитывает сотни лет. Считается, что еще ацтеки использовали тортильи, чтобы заворачивать в них еду. Позже испанские колонизаторы привезли в новый свет мясо говядины и свинины, что дало современным тако их богатые вкусовые вариации. Сегодня есть тысячи видов тако. От классического с мясом барбакоа до современных вариаций с рыбой и даже фруктами. А если ты хочешь попробовать что-то по-настоящему аутентичное, отправляйся в Мексику, где тако продаются буквально на каждом углу. Но не все вариации мексиканских блюд столь привычны. В Канаде, например, есть одна разновидность классического фастфуда, которая может вызвать шок у неподготовленных гурманов. Неожиданный поворот в классике путина – традиционное канадское блюдо, представляющее собой картофель фри, политый мясным соусом и посыпанный творожным сыром. Но в некоторых местах этот рецепт решили немного усложнить. Одна из самых необычных вариаций путин – это версия, в которой вместо привычного соуса используется говяжий мозг. Да, ты не ослышался. Мозг измельчают, смешивают с жиром, добавляют специи, а затем заливают этой смесью горячую картошку. На вкус это блюдо довольно нежное, но идея поедания мозга может отпугнуть многих туристов. Тем не менее, в некоторых ресторанах Монреаля такой вариант путин считается настоящим деликатесом. А теперь перенесемся в США, страну, которая подарила миру один из самых культовых фастфудов. Американская икона фастфуда. Если есть что-то, что ассоциируется с Америкой больше всего, то это бургер. Бургер — это не просто еда, это символ. Он может быть простым — булочка, котлета, сыр, соус, а может быть роскошным — с фуагра, трюфелями и мраморной говядиной. История бургера берет начало в 19 веке, когда немецкие иммигранты привезли в США свою традицию рубленого мяса. Со временем это блюдо стало адаптироваться к американскому стилю жизни. Его начали подавать на булочке, а затем появился и знаменитый фастфуд. Существуют невероятные вариации бургеров. В Японии делают черные бургеры с угольной булочкой. В США можно найти бургеры весом более 5 фунтов, а где-то даже готовят бургер с добавлением золота. Но если ты думаешь, что американцы единственные, кто экспериментирует с едой, то подожди, пока мы не отправимся в Африку, где некоторые блюда могут по-настоящему удивить. Вареная овечья голова. Марокканская кухня известна своими специями, ароматными блюдами и восточными традициями. Но среди всех ее изысков есть одно блюдо, которое может заставить тебя пересмотреть свои гастрономические предпочтения – вареная овечья голова. Это не шутка. В Марокко такое блюдо считается особым лакомством. Голову разрезают, тщательно очищают, а затем долго варят в ароматных специях, пока мясо не станет мягким. Ключевая часть трапезы – мозг и глаза, которые считаются самыми вкусными частями. Некоторые люди утверждают, что нежность мозга напоминает сливочное масло, а глаза обладают богатым мясистым вкусом. В Марокко овечью голову подают как часть больших праздников, и для местных это не просто еда, а традиция. Однако для туристов такое зрелище часто оказывается испытанием. Но если ты думаешь, что это самое шокирующее блюдо, которое нас ждет, подожди, пока мы не заглянем в один из самых неожиданных супов на планете. Суп из летучей мыши. Если ты думаешь, что суп — это всегда что-то теплое, уютное и привычное, то в Индонезии тебя могут ждать сюрпризы. Одним из самых необычных блюд здесь считается суп из летучей мыши. Этот суп особенно популярен на острове Сулавеси. Летучих мышей используют целиком, с головой, крыльями и даже когтями. Их варят в густом бульоне с чесноком, перцем и кокосовым молоком, создавая острое и пряное блюдо. Говорят, что мясо у мышей напоминает дичь, а крылышки почти как куриные хрящи. Но есть одна проблема. Летучие мыши могут переносить опасные вирусы, поэтому такие блюда вызывают немало споров. Тем не менее, местные жители уверены, что этот суп помогает от простуды и укрепляет иммунитет. Но не вся африканская и ближневосточная кухня строится на экстремальной еде. Есть блюда, которые объединяют людей и создают атмосферу тепла и уюта. Например, марокканская магия специй. В отличие от супа из летучей мыши, тажин — это настоящая симфония вкусов, которая символизирует марокканскую кухню. Тажин — это одновременно и блюдо, и специальная посуда. В глубокой глиняной емкости с крышкой томятся мясо, овощи, сухофрукты и специи, корица, куркума, шафран.
Процесс приготовления может занимать несколько часов, но результат того стоит. Мягкое мясо и насыщенный соус с невероятным ароматом. Традиционно тажин едят руками, зачерпывая соус плоским хлебом. Это блюдо не просто еда, а часть культуры, где каждое семейное застолье превращается в праздник вкусов. Но если тажин — это уютное блюдо для всей семьи, то следующее гастрономическое явление вызывает вопросы даже у местных жителей. Гнилая кукуруза. Во многих странах Африки ферментация — это способ не только продлить срок хранения продуктов, но и придать им особый вкус. Один из самых странных примеров — гнилая кукуруза, известная также как махуэ. Зерна кукурузы оставляют бродить в воде несколько недель, пока они не размягчаются и не начинают издавать резкий кисловатый запах. После этого их измельчают в кашу, смешивают с молоком и подают как закуску. На вкус это блюдо напоминает что-то между сыром с плесенью и прокисшим йогуртом, но в некоторых африканских странах оно считается очень полезным для пищеварения. Однако, если ферментированная кукуруза — это на любителя, то следующая категория еды покорила мир своей доступностью и вкусом. Ближневосточная классика. Если есть что-то, что объединяет кухню Ближнего Востока, то это любовь к простой, но насыщенной вкусовыми оттенками еде. Фалафель, хрустящие шарики из измельченного нута с чесноком и специями. Хумус, нежный паштет из нута с оливковым маслом, тахини и лимонным соком. Кебаб, ароматное мясо, запеченное на огне, сочетающееся с различными соусами и лепешками. Эти блюда популярны не только на Ближнем Востоке, но и по всему миру. Их любят за баланс простоты и вкуса, а также за возможность адаптации. Их можно есть с мясом, овощами или даже в веганских вариантах. Но, если тебе кажется, что мы уже рассмотрели все возможные гастрономические неожиданности, то подожди. В мире есть еще множество вкусов, которые могут удивить даже самого искушенного гурмана. Странные вкусы. Кажется, что мы уже изучили самые шокирующие блюда со всего мира. Мы видели сыр, в котором копошатся личинки, пробовали кофе, прошедший через пищеварительный тракт зверька, и даже заглядывали в тарелки, где блюда буквально оживали перед глазами. Но гастрономия никогда не перестанет удивлять. В Камбодже, например, можно заказать жареных тарантулов, хрустящих снаружи, с мясистым вкусом, который местные жители сравнивают с курицей. В Южной Корее вареные личинки шелкопряда продаются на каждом шагу как закуска, хотя их аромат напоминает затхлый подвал. В Китае же можно встретить так называемые столетние яйца. Деликатес, выдержанные в смеси чая, глины и золы. Настолько долго, что превращается в желеобразную массу с насыщенным аммиачным ароматом. Но гастрономические странности встречаются не только в традиционной кухне. В Дубае, например, можно попробовать стейки, покрытые настоящим золотом. Они выглядят эффектно, но на вкус это обычное мясо, только в блестящей упаковке. Мир еды невероятно разнообразен, и именно это делает его таким захватывающим. Мы привыкли к своим вкусам, но стоит лишь заглянуть в другую культуру, и привычная картина рушится. Кто-то не может представить жизнь без бургеров, а кто-то с детства ест насекомых. Для одних ферментированные продукты – признак испорченности, а для других – искусство выдержки и зрелости вкуса. В этом путешествии мы увидели, что еда – это не просто способ утолить голод, это отражение традиций, верований и даже смелости человека перед неизведанным. Одни блюда заставляют нас восхищаться, другие испытывают наши границы. Но главное, каждая кухня хранит в себе что-то особенное. Так какое из этих блюд ты бы рискнул попробовать? А от какого убежал бы, даже не глядя?